Сегодня соберем, пожалуй, лучшую сажалку для рассады. Она многим понравится тем, что ее можно использовать не только для рассады, но и в ландшафтном дизайне, потому что режет даже дерн. Кто-то, не досмотрев видео до конца, может сказать, что сажалки в форме бура на дрель гораздо лучше. Мне еще вчера нравились сажалки в форме клещей из двух половинок труб. Но эта сажалка, почти не изменившаяся за 30 лет, по всем параметрам превосходит другие, и скоро узнаете почему. Вначале покажу, как ее собрать, а потом протестируем и посмотрим, чем она лучше других. Конструкция достаточно простая. Сборку начнем с несущего кольца. Основная нагрузка будет на нем. Если найдете и сделаете кольцо из 114 стальной трубы, задача упростится. У меня трубы нет, поэтому кольцо будет из 2-сантиметровой полосы длиной 36 сантиметров. В качестве кондуктора использую чугунный полуотвод из 110 трубы. Не идеально, но подходит. Кольцо почти готово. Обрежем лишнее, края закруглим, форму подгоним в тисках. Трубу или режущий конус согну из миллиметровой нержавейки. Подходящую нержавейку можно найти в стиральных машинах. Сгоревшие через интернет частенько отдают даже даром. Оптимальная толщина нержавейки от 0,85 до 1,5 мм. Если нержавейка будет тоньше, попав на камень, может согнуться. Более толстую придется с большим усилием вгонять в землю. Диаметр цилиндра можете сделать любой. Главное, чтобы верх был немного шире, чем низ. У меня цилиндр будет под мое кольцо и по размеру трафарета, который подготовил под рассаду помидор. Трафарет можно скачать у меня на сайте. Там же найдете чертеж с размерами сажалки. Распечатайте 2 копии трафарета на бумаге формата А4. Один вырежьте по пунктирной линии, другой по сплошной. И склейте половинки канцелярским клеем, совместив соединительные линии. С трафаретом у вас получится правильный конус. Наклеим трафарет канцелярским клеем на нержавейку и вырежем. Обрезать можно болгаркой. Можно и ножницами по металлу, но в отличие от обычной жести, нержавейку ножницы режут хуже. С жестью лучше работать в перчатках. Некоторые конус делают из обычной жести. Но нержавейка при такой же толщине будет гораздо жестче. Кроме того, она лучше скользит и не ржавеет. Верх и низ обрезал по краю трафарета, а по бокам сделал припуск для соединения внахлёст. Трафарет можно снимать. Миллиметровую нержавейку скрутить в трубу проще, чем полосу металла. Я это сделал на старом термосе. Как вариант для фиксации формы, сверху можно намотать скотч, либо натянуть, обрезав горлышко, пластиковую бутылку подходящего размера. Шов можно соединить вот такими заклепками с помощью заклепочника, либо обварить полуавтоматом. Я его хочу сварить контактной сваркой, которую собрал в прошлом году. Гораздо легче будет садить шов и кольца на заклепки, хотя и дольше, потому что под заклепки еще нужно сверлить и отверстия. Контактной сваркой получится быстрее. Но есть нюанс. Металл в местах сварки должен прилегать к друг другу плотно. Эта контактная сварка не из микроволновок и варит металл до 6 мм. Автоматику отрегулировал так, чтобы не прожигало миллиметровый металл. Первым делом обварим кольцо. Зажимы плотно прижимают нержавейку к кольцу. Кольцо обварил в целом хорошо. Теперь можно сварить шов. Вначале поставлю точки по линии, где нержавейка плотно прилегает друг к другу. Видите, в одном месте плохо сжал и пропалил. Чтобы не отнимать ваше время, за кадром отрихтовал внешний шов и добавил несколько точек сварки по внешнему краю. Сопли зачистил изнутри и снаружи. Самую малость подточил режущую кромку. Ничего не цепляется, все гладенькое. Точек сварки можно было бы сделать гораздо меньше, но мне, как говорится, не жалко. Стараюсь все делать на века. Несущая стойка будет из дюймовой трубы. Можно тупо приварить сбоку, но я хочу, чтобы ручка находилась строго по центру относительно конуса.
Поэтому трубу немного подогрею и согну в двух местах. Сажалка рассады в сборе должна быть чуть выше пояса и ниже груди. В нижней части сделал прорезь под кольцо и хорошенько обварил. Упор для ноги сделаю из такой же трубы. Приварим на 5 см выше. Если почва у вас глинистая, упор для ноги и конус можно усилить косынками. Ручку сделал из 20-й тонкостенной трубы. Сажалка рассады практически готова. Готовим к покраске. Можете покрасить и конус. Я его заклею малярным скотчем и нанесу веселую краску. Краска подсохла. Ручки сделал из кислородного шланга. По размеру подошли идеально. Ленту можно снять. Вот и все. Сажалка получилась достаточно аккуратной и легкой. Весит всего 2,3 кг. Можно приступать к тестам. Сделаем, значит, так. Вначале попробуем делать лунки на перекопанной земле, затем там, где не пахано. Позже усложним задачу и попробуем делать лунки там, где дёрн, прямо по траве. Затем посмотрим, что получится в парнике, там земля как пыль. А на десерт самое интересное. Эта сажалка покажет то, на что не способна ни одна другая. Перекопал немного земли под лопату. Поставил, надавил, перенес. Надавил, раздавил, перенес. Надавил, раздавил, перенес. По факту лунка делается не в 4 или 3, а в 2 операции. Надавил, перенес. Надавил, перенес. С сажалкой в форме клещей времени и сил на изготовление тех же 2 лунок будет уходить больше. Но это идеальное состояние почвы для любых сажалок рассады. Попробуем делать лунки там, где еще не пахали. В землю входит как в масло. Практически как и на перекопанном. Кстати, упор для ноги можно сделать с выдвижной штангой. Край штанги будет отмечать место для следующей лунки. Попросим мою мать сделать с десяток лунок на непаханной земле. Ты много крутишь, чуть-чуть. Ей, кстати, уже 70 лет. Ну что, сильно тяжело? Хорошо. Нет. Нормально, не тяжело, вообще не тяжело. Просто сейчас еще земля сырая сильно. Земля действительно сырая и тяжелая, потому как снег только сошел. Тем не менее, лункорез ей понравился. Усложним задачу, сделаем несколько лунок на траве. Ого, тяжело. Легко. Легко даже на траве. Угу. Для тех, кто занимается ландшафтным дизайном и нужно посадить розы, не испортив газон, такая сажалка будет находкой. За работу с дерном можно заслуженно ставить лайк и делиться роликом с друзьями. Здесь корневая система около 5 сантиметров. На лужайку, где хорошая трава, меня не пускают. Мне интересно, как покажет себя сажалка в парнике, где земля за зиму превратилась в пыль. Не могу представить, кто и что в такую сухую землю может что-то садить, но я еще немного и перекопал. Эксперимент есть эксперимент. У стенки земля немного влажная. В конусе, можно сказать, держится. Но здесь она, как сухой песок на пляже. Сажалка в форме клещей ее тоже не удержит. Сыпется, как сквозь пальцы. Попробуем там, где не перекапывал.
Немного лучше. В конусе грунт держится за счет слегка влажной земли, которая была на глубине 20 сантиметров. Обратите внимание, лунки практически полностью засыпаются сухим песком, как только я ее вынимаю. Бур, как и клещи, здесь тоже будет бесполезен. Бессмысленный эксперимент, но кому-то будет и это интересно. И, наконец, самое интересное. Любой мужик этой сажалкой рассады сможет делать лунку за секунду, не напрягаясь, на непаханной земле. Не верите? Тогда смотрите. Впечатляет, не правда ли? Для тех, кто садит, к примеру, помидоры в промышленных масштабах, такая сажалка рассады просто незаменима. Ни один другой лункорез, тем более лопата, так не сможет. В заключение несколько советов и замечаний. Если у вас настолько рыхлая земля, что не хочет держаться в конусе, это не проблема. На влажной земле, когда мы делали лунки, землю сдвигали в сторону. На подсушенной и рыхлой земле горку не сдвигайте, а придавливайте сверху. Земля уплотнится по форме конуса и не выпадет. Дальше. Удачным было решение сделать ручку по центру. Можно ручку сделать прямо по краю конуса, но с такой ручкой сажалку не косит и никуда не уводит. Кстати, нагреть трубу можно в костре или паяльной лампой. Наверняка будут комментарии о том, что где-то земля твердая как камень, глинистая или каменистая, куда лопата лезет с трудом. Если лопата в землю лезет с трудом, то ни одна сажалка вам не поможет. Для большинства же, и в первую очередь для женщин, такая сажалка значительно разгрузит спину и упростит труд на земле. В следующем видео будет самоделка немного другого плана, но тоже интересная. А на этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.